Всем привет! В начале лета мы решились на эксперимент. Поехать на разведку новых для себя мест не самостоятельно, а в составе группы. Как раз в это время народ с Гудвина сделал интересный тур на внедорожниках по Карпатам. Возможно, вы уже видели наши короткие видео с маршрута. А теперь у нас наконец дошли руки, или что там еще доходит, сделать более детальный обзор тех локаций, что мы посетили. Начнем по порядку. А первая остановка у нас была в Дубенском замке. Это, конечно, не совсем Карпаты, до них мы доехали только на второй день, но объект довольно-таки известный и знаковый. Свое название замок получил от населенного пункта Дубны, а не из-за того, что его строили дубы. Дуб, как слышно? Как слышишь меня? Лопух, не догадался? Диктую ответ на первый вопрос. Со специалистами фортификационного дела как раз все было очень хорошо. За всю свою многовековую историю крепость ни разу не взяли штурмом. Что, к сожалению, не скажешь о самом городе. А желающих завладеть укреплениями было предостаточно. Говорят, только в 17 веке попыток захватить крепость было около 100. Археологические раскопки показывают, что первые укрепления на месте замка появились еще в начале XI века, а само поселение упоминается в 1100 году в повести временных лет как город Дубень. В 1240 году город и детинец были разрушены монголами, и на долгие 200 лет об этом месте практически забыли. Только небольшое село с одноименным названием напоминало о былом городе. Следующее упоминание этих мест связано с князем Федором Даниловичем Острожским, который в 1386 году получает от польского короля Егайла жалованную грамоту на город Острог с округом Острожский, в состав которого как раз и входило это село Дубень. Федор Данилович увидел оборонный потенциал в этом месте. Излучина реки, непроходимые болота. То, что надо, чтобы всякий оккупант на подступах застрял. И начинает возводить на месте будущего замка укрепрайон. Сначала крепость представляла деревянно-земельные укрепления, окруженные чистоколом. Видать, из тех дубов, которые росли неподалеку и когда-то дали название городу. Но вышеупомянутый оборонный потенциал сих укреплений получился, честно говоря, так, не очень. В моду туда входил порох. И правнук Федора, Константин Иванович Острожский, начал перестраивать крепость из камня. Работы были завершены в 1492 году. А через 6 лет Дубна получает статус города. И потом еще через 9 лет, в 1507 году, даруют Магдебургское право. И в жизнь в городе закипела. А вместе с этим город стал притягивать любителей поживиться за чужой счет. Крепость пришлось снова укреплять. Были построены 2 угловых бастиона, караульные башни. И, кстати, о птичках. Одна из башен носит женское имя Беата. Легенда гласит, что в 1577 году, когда замок готовился пышно отметить свадьбу племянницы владельца замка Беаты Дольской, город и замок внезапно осадили татары. Среди гостей началась паника, и Беата в гневе, что свадьба срывается, поднялась на башню. Посмотреть, по чьей милости это происходит. Увидев напротив крепости лагерь татар, приказала зарядить пушку, навести ее на самый красивый шатер, сама лично поднесла запал к орудию, выстрел, грохот, дым. То ли имя ее переводилось как счастливая, то ли ей так хотелось замуж, но произведенный на глаз выстрел достиг цели. Я думаю, так-то. Если женщина что-то просит, то ей надо непременно дать. Иначе она возьмет сама. Ядро попало в шатер крымского хана, разнеся его в клочья. Приняв такое меткое попадание с одного выстрела за дурное знамение, пушка. Они заряжают пушку. Затем... они будут стрелять! Прибавить ходу! Лучшие представители коренных народов решили не испытывать судьбу, сняли осаду замка и свалили по-тихому. В общем, свадьба в конце концов состоялась. И жили они долго и счастливо, но это другая история. А башню с тех пор стали называть Беатка. И возле нее в настоящее время признаются в любви и по негласной традиции посещают на свадьбу молодожены. Вернемся к замку. Кроме видимой части крепости есть еще подземная, которая с давних пор хранила множество тайн и ценностей. А хранить было что? Константин Острожский за свою жизнь в войнах смог собрать несметные богатства, запаса которого хватило на многие поколения вперед. К примеру,
В 1616 году был составлен реестр сокровищ замка. Так добра насчитали аж на 49 сундуков. Но не только разные драгоценные вещи являлись сокровищами замка. В этих самых подземельях на случай осады хранили и запасы оружия, и еду. Запасы еды были такими, что во время осады ими могли длительное время прокормить не только обитателей замка и военный гарнизон, но также жителей города, которые укрывались в случае захвата города в многочисленных ходах этих подземелий. Подземелья даже стали героями книги Николая Гоголя «Тарас Бульба». Именно по ним служанка-татарка тайно вела сына Тараса Андрея, прекрасной паночки. В 1620 году после смерти Януша Острожского прорывается род самих Острожских. И земли, в том числе и замок, унаследует младшая ветвь, род Заславских. После них Дубенским замком владеют Сангушка, потом Любомирские. Станислава Любомирского существующий дворец Острожских не устраивал. А в закромах, то есть подземельях, еще оставались, хоть и изрядно поредевшие, но еще приличные богатства Острожских. И Станислав возводит на фундаменте северных укреплений крепости новый дворец. Дворец Любомирских становится местным центром светской жизни. По слухам, там даже устраивались азартные игры. Такой себе волынский Лас-Вегас. Поднимем ставку. Пристрастие к азартным играм Станислава, видать, передавалось по наследству. И его внук Йозеф и правнук Марцелий, проиграв в карты большую сумму денег, вынуждены были продать город и замок. Через третьи руки замок в конце 19 века оказался в собственности российского военного ведомства. А дальше Первая мировая война. То, что не смогли сделать многочисленные осаждающие замка, сделала в 1914 году австро-венгерская артиллерия. В результате их обстрелов замок сильно пострадал и был частично отреставрирован поляками только в 1934 году. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Увы, на посещение замка программой путешествия было выделено не так уж много времени, и под конец посещения перед нами стал выбор: или бегло посетить дворец Любомирских, или музей пыток. Мы выбрали последний вариант, тем более это не та выставка, в подземельях которой хотелось бы долго задерживаться. Согласитесь, жуткое место. Но тем приятнее было после темных подземелий выбраться на свет. Окружающий мир сразу заиграл другими яркими красками. И мы отправились дальше по маршруту. А впереди нас ждал форт-застава Дубна.